Приветствую вас на канале Техревизор. Составил большую подборку из 10 материнских плат под интеловские процессоры. Рейтинг состоит из двух категорий. Первая под сокет LGA 1700. Вторая под менее актуальный, но все еще востребованный LGA 1200. В топе есть разные варианты материнок под разные процессоры, сборки и бюджет. Тут вы найдете и простые модели для обычных офисных ПК с лайтовыми нагрузками, и для тяжелых сетапов на i9 14900K в разгоне, и дорогие по 20-30 тысяч рублей, и доступные по 6-7 тысяч. В общем, парочку подходящих для себя моделей уж точно себе в заметке запишите. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров. Ну а теперь приступим. Сначала пробежимся по материнкам на более старом сокете LGA 1200. Тут всего 3 места, так как на них мало кому интересно собирать ПК в 2024 году. Тем не менее, такие есть, поэтому хотя бы немного, но тоже уделим им время. Если вам интересен LGA 1700 и только, можете промотать видео. Открывает этот раздел Gigabyte H510M-H. Материнская плата для бюджетных процессоров Intel 10-11 поколения. Питают эти процессоры система из 8 фаз. Из них 6 на процессор и 2 на видеоядро. Как раз для таких простых процессоров типа i3 10100 или i5 11400 у этой материнки хватит сил. Особенно если ПК будет использоваться для простой работы, браузера или просмотра фильмов. Хотя большего чипсет не поддерживает. С таким чипсетом материнка сама по себе проще некуда. Даже внешне ничем не выделяется. Ни о каком разгоне не заикаюсь. Причем оперативки это тоже касается. Поэтому при установке никакого гемора. Просто раз подключился комплектующий куда надо и не трогаешь материнку. Вот она, простота. 2 слота под оперативную память, максимум DDR 4-го поколения. Есть 4 слота SATA 3 для накопителей. Но приятно, что есть и один M2. Без SSD в 2024 году сложновато. Теперь по линиям PCI, по которым связываются все компоненты. Чипсетные линии тут идут 3-й версии. Плохо ли это? Не сказал бы. Пропускной способности достаточно для быстрой работы накопителей и всех интерфейсов. Видеокарта же подключается по PCI Express 4. По сравнению с 3-й, у 4-ки пропускная способность в 2 раза выше. Ну, лишним не будет. Главное, что всего хватает для корректной и стабильной работы материнки. На втором месте Asus Prime H510M-K. Практически клон прошлого гигабайта. Просто стоит на лишнюю 1000-2 дешевле. Но почему бы не рассмотреть его в качестве альтернативы? На базе все то же самое. 1200 сокет, H510 чипсет. Поддерживаются такие же процессоры Intel 10-11 поколения. Само собой, речь не о флагманах типа i7 11700K или i9 10900KF. Конечно, процессоры быстрые, хорошие, много FPS дают. Но в то же время горячие и слишком производительные для тех 6 фаз питания, что тут выделены. Поэтому простенькие i3, i5, пожалуйста, но не более. Подключаются они по PCI Express линиям 4-го поколения на 16 пинов. Видеокарта, кстати, тоже. Сами видите, по оперативной памяти расклад тоже не изменился. Есть только 2 слота. Они не DDR5, а DDR 4-го поколения, как бы не хотелось. Максимум в 2-канал можно установить до 64 гигабайт ОЗУ. Само собой, для бюджетной системы можно ограничиться и 16 гигабайтами. Но просто имейте в виду, какие границы у памяти на этой материнке. По HDD. Тут поддерживаются те же 4 SATA 3 разъема на PCI Express 3.0. Впрочем, есть и M2 канал. Только тут уточню, что Asus Prime не поддерживает работу со стандартом NVMe. Не то чтобы критичный, но все же downgrade. Хотя, так как ПК будет использоваться для базовых задач, то и PCI Express ему будет достаточно, чтобы быстро загружать Word, браузер и Google Доки. Кстати, забыл сказать о форм-факторе. Материнка стандарта Micro ATX. Для понимания, она станет во все привычные корпуса Midi Tower и даже уменьшенная Mini Tower. Для офисных и домашних сборок другое и не берут, поэтому за этот момент можете не переживать. А вот если вы ищете материнку под более серьезную сборку, может для каких-то игр или рабочих программ потяжелее, чем обычный Excel, то на 1200 сокете можно рассмотреть Gigabyte B560M DS3H V3. По сравнению с прошлыми двумя она неплохо так отличается. Кстати, по цене особой разницы нет, поэтому конского ценника можете не бояться. Начнем с самого базового.
Если с LGA 1200 понятно, расчет на те же 10-11 ген процессоров Intel, то чипсет тут B560. От H510 он отличается возможностью разгона оперативной памяти. По большей части это все. Ну, еще можно притянуть за уши поддержку USB-портов побыстрее. Но именно на этой материнке стоят все те же USB 3.2 Gen 1. Поэтому этого апгрейда нам не почувствовать. Питание у материнки хорошее. Система 4+2 с улучшенными МОП-транзисторами. Вся система обеспечивает стабильную работу материнки, защищая от перегрева и перепада напряжения. А вот с планками ОЗУ поинтереснее. Тут уже разъем для вашей оперативки DDR 4 поколения, поэтому получается задел на будущее для установки большого количества памяти. M2 остается в том же единичном количестве, а SATA 3 в 4. PCI-экспресс-линии, которые все это соединяют, здесь не обновляли до 5-й версии. Но этого и не должно было быть. Уж слишком жирно. Но все же дали возможность дополнительно подключить еще железо в 2 одинаковых разъема версии 3.0. Еще одна особенность. Поддержка 2 видеокарт по технологии Crossfire. Поэтому с этой доской вы сможете комбинировать пару своих карточек и получить максимум производительности. Лишь бы проц не стал узким горлышком. Приступаем к подборке материнок под последний интеловский сокет LGA 1700. Тут у нас 7 позиций. Отобрал побольше, чтобы вам было из чего выбрать. Начинаем с базовых досок, немногим отличающихся от моделей с прошлой категории. Открывает этот раздел Asus Prime H610M-R D4. По сути, все то же самое, только на обновленной базе с 1700 и H610 чипсетом. Это автоматически дает возможность воткнуть в сборку процы Intel 12 и 13 поколения. Причем по цене эта материнская плата выходит столько же, сколько и прошлые материнки для LGA 1200. Поэтому даже переплачивать не придется. Питание у материнки пятифазное. Самая базовая компонента для функционирования платы без каких-то наворотов, поэтому теплонагруженные процы и видеокарты точно не стоит ставить. Опять же, легкий i3, i5 ставим и не пытаемся выжать из них все соки. Логика та же, но тут уже речь идет, например, об i3 13100F или i5 12400. Все веселее, чем 10 или 11 ген. В остальном мы имеем все те же 2 слота под АЗУ, тоже DDR 4 поколения на той же частоте. M2 разъем 1, для HDD на месте 4 штуки SATA 3. По PCI-экспресс линиям апгрейда нет, хотя новый сокет поддерживает возможность подключаться по PCI 5.0. Но материнка и так бюджетнее некуда, поэтому сильно кошерно получилось бы. И тем не менее, для подключения проца, видюхи и прочего предусмотрен 16-пиновый PCI 4. Также есть и 1-пиновый PCI-экспресс 3.0. По USB обновок тоже не завезли. Парочка USB 2.0, парочка USB 3.2 Gen 1. В общем, для всех необходимых компонентов этого будет достаточно. Ну и сам форм-фактор материнки остался тем же. Micro ATX, поэтому обойдется без проблем с установкой. Для актуального LGA 1700 можно рассмотреть еще MSI Pro H610ME. За ту же цену, почти с такими же параметрами. Из отличий поддержка 14-го поколения процессоров Intel. MSI сами рекомендуют устанавливать не только 12 и 13, но и 14. Поэтому эта материнка отлично подойдет для ПК на последнем сокете с последним поколением проца. Опять же, речь идет не о флагманских i7 или i9, а все о тех же бюджетных простячках на 4-6 ядер без всяких индексов K, KF и так далее. Еще по сравнению с прошлым Asus тут поработали над питанием и сделали его 8-фазным. Конечно, для слабых процессов и 5-6 достаточно, но если есть возможность сильнее уронить нагрузку на материнскую плату, то почему бы ею не воспользоваться? Как показывают тесты, рабочие температуры действительно ниже, причем без дополнительных радиаторов на VRM модуле. Вот просто как поставили в корпус с самым простым воздушным охлаждением, так материнка и работает, поэтому не для красоты здесь натыкали конденсаторов. По всей остальной начинке не могу выделить что-то интересное. Все компоненты связаны PCI линиями 4 и 3 поколения. Разъемов достаточно. Один 16-пиновый PCI 4 и 1-пиновый 3.0. Для подключения видеокарты, накопителей и всего остального этого хватит. SATA 3 разъемов тут по-прежнему 4. И SSD-диск больше одного не воткнешь. Ну, что сказать. Для ПК базового уровня разве нужно что-то больше? Для простых задач главное, чтобы система работала стабильно, вытягивала все железки и имела разъемы, которые могут понадобиться для работы, учебы и домашних дел. Как раз с этим MSI Pro H610ME справляется. Теперь о материнке посерьезнее. Asus Prime B660M KD4.
Да, опять Asus. Ну, если он вам надоел, не переживайте. В рейтинге это последняя материнка данного бренда. Что мы здесь имеем? Во-первых, чипсет покруче, B660. От Ашки он отличается поддержкой разгона оперативной памяти. Да, это вы уже слышали в подборке процессов под LGA 1200. Ценник тоже не сильно отличается, повыше буквально процентов на 15. Но капитальной разницы между поколениями нет, поэтому по большей части все, что мы тут получаем, это возможность ускорить АЗУ за небольшую доплату. Ну и еще пару приятных моментов. Например, усиленная система питания на 6+1+1 фаз с личным радиатором для VRM-зоны. Все-таки эту материнку любят загрузить посильнее. Разгон АЗУ — это ведь тоже энергозатратный процесс, поэтому для сдерживания температуры радик лишним не будет. Тем более, если ставить какой-нибудь проц. Кстати, тут поддерживаются последние 3 поколения — 12, 13 и 14. Далее, наконец, 2 слота для M2 накопителей вместо одного, причем с подключением по PCI-Express 4.0, поэтому SSD тут раскроется лучше и выдаст большую скорость. Конечно, если из него не выжимают максимум PCI-Express 3.0. С HDD ситуация не изменилась. Впрочем, жесткие диски со своими SATA 3 не так интересны в сборке 2024 года. Тем более для каких-то задач посложнее, чем браузерных. А вот PCI-Express линии тут действительно побольше. В 4-й версии доступно 16 пинов, в 3-й парочка единичных, а также 16-пиновый. Поэтому тут уж точно подключится все, что нужно для ПК и среднебюджетного сегмента вместе с хорошей видеокартой. 4-я строчка. ZASRock B760M Pro RS. На самом деле какое-то пафосное название для материнки, которая даже разгон процессора не поддерживает. Не хватает разве что приставки Ultra Gaming. Но тем не менее, этой материнской плате есть чем похвастаться. Например, поддержка оперативной памяти DDR 5-го поколения сразу в 4 слотах. Как вам такой резкий апгрейд? Довольно-таки неплохо для ПК с заделом на будущее, тем более с возможностью разгона вплоть до 7200 МГц. Вообще какие-то бешеные цифры после 2 несчастных слотов DDR4. Здесь же и про M2 добавлю. Сразу 3 разъема для SSD-накопителей с подключением по PCI-Express 4. Для HDD решили не добавлять дополнительные SATA 3 разъемы, хотя это скорее из-за технических возможностей чипсета. Но и без SATA материнка отлично подойдет под сборку среднего уровня с большим количеством памяти. Плата выдержит, в ней не сомневайтесь. Тут схема питания состоит из 9 улучшенных фаз по формуле 7+1+1, поэтому сюда и i7 не проблема воткнуть, но только без фокусов. Плату для экспериментов с оверлокингом я вам предоставлю. Это же не предназначено для разгона, поэтому зачем ее мучить? Еще одно жирное преимущество. Линии PCI-Express последнего 5-го поколения. Поэтому сюда можно смело втыкать производительные видюхи. Более того, можно хоть 2, так как поддерживается Crossfire. Для остального выделили 3-й PCI-Express на 4 пина. Впрочем, линии PCI-Express вам хватит, за это не переживайте. USB бы еще хотелось побыстрее, но здесь только сделали больше портов, а версию оставили ту же, 3.2 Gen 1. Хотя в целом материнка получилась хорошей и выносливой для серьезной сборки. Тройку лучших открывает MSI B760 Gaming Plus Wi-Fi. Хороший вариант на простом чипсете B760. Кстати, последний в этом рейтинге. Дальше только дорогие материнки для горячих сборок с шаловливыми ручками оверлокеров. Поэтому, если вам нужно что-то более простое, plug and play, как говорится, то остается только вот этот вариант от MSI. Здесь сразу выделю мощное питалово по схеме 12+1+1. Для более-менее лайтовых процессоров последних поколений этого прям за глаза, даже с учетом разгона памяти и нескольких SSD-дисков. Да, и радиаторов напихали, чтобы наверняка ничего не перегрелось. Поэтому никаких ограничений в этом плане нет. Вся система сможет отрабатывать стабильно и эффективно. По памяти тут все такой же топовый расклад. 4 слота под оперативку DDR5, 2 слота под M2 и 4 SATA 3 разъема. Мне кажется, если надо больше, то стоит уже рыскать среди топовых чипсетов. А для B760 это оптимальный расклад для хорошей работы всего ПК. Из приятных плюшек это MSI. Встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth. Причем не абы какие, а последние версии. Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Wi-Fi 6E, не пугайтесь, эта технология до нас еще толком не дошла. От привычных нам стандартов отличается поддержкой сразу 3 диапазонов вместо 2. 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц. Технология еще не обкатана, мизерное количество устройств поддерживает 6i, поэтому без проблем можно пользоваться привычным 5 и 6 стандартом, но с четким пониманием, что есть еще задел на будущее.
Из недостатков этой материнской платы могу выделить только линии PCI Express, которые тут ограничили 4-й версией. Поэтому в нашем доступе 16-пиновый 4.0, 1-пиновый 4.0 и 1-пиновый 3.0. Как и обещал, осталась парочка хардкорных материнских плат из топового сегмента. Одна из таких — Gigabyte Z790 Gaming X AX. Скажу сразу, ее стоимость в большинстве случаев превышает стоимость самого процессора. Такого быть не должно. Поэтому останавливаться на этой материнке нужно только с топовым процессором и всеми остальными комплектующими. Иначе материнка просто не покажет, за что вы отдали такие деньги. Итак, сразу же к питанию. Оно здесь хитрое, состоящее из 19 фаз. Система якобы 16 плюс 2 плюс 1. Но если немного копнуть, оказывается, что 8 плюс 8 плюс 2 плюс 1. Вот такая арифметика. Плохо ли это? Однозначно нет. Плата все равно остается такой же устойчивой к нагрузкам. Но за то, как изначально подаются эти 16 фаз, Gigabyte, конечно, не похвалю. И тем не менее, эта материнка основана уже на чипсете Z790. Это дает нам полный карт-бланш для любых манипуляций. Повышение частоты АЗУ, разгон процессора и топовые стандарты PCI Express. Поэтому и устанавливаются в такую карту процессоры типа i9 13900K. Горячие, производительными, с огромным потенциалом для разгона во все 6 ГГц. Память. Очевидно, DDR5 на все 4 слота. M2 разъемов здесь целых 4 штуки, и сатошников уже 6. Поэтому в памяти вообще нет никакого ограничения. Впрочем, как и в процессоре, видеокарте, в водяном охлаждении и вентиляторах. Для организации всей системы тут предусмотрено достаточно PCI Express линий. 16-пиновый PCI Express 5, 4-пиновый 4.0, 4-пиновый 3.0. Также, наконец-то, завезли топовый USB 3.2 Gen 2 X2 с увеличенной пропускной способностью. Ну и встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth последних версий также на борту. Куда же без них в топовой модификации. Ну и на первое место я поставил еще одну крутую модель — MSI Max Z790 Tomahawk Wi-Fi. Во многом схожую с прошлой Gigabyte. Основное отличие — поддержка Crossfire. То есть для тех, кто уже выжил из своего процессора максимум и превратил RTX 4080 в узкое горлышко, есть вариант установить еще одну видеокарту. Но это грубо говоря. Только учтите, что и корпус должен быть соответствующих размеров, чтобы две видюхи вмещалось. Кстати, материнская плата формата ATX, а это тоже больше, чем прошлые варианты на Micro ATX. Поэтому, чтобы вместить все как надо, корпус тут нужен действительно огромный. Из мелочей. Поддержка 7 разъемов SATA 3 вместо 6. Не знаю, насколько крохотному проценту пользователей может не хватить 6 накопителей, при том, что тут устанавливается еще 4 SSD в M2. Но, тем не менее. Также поддерживается Wi-Fi модуль с последним стандартом Wi-Fi 6E вместо обычной шестерки. Но, как мы выяснили, толку в этом никакого. В сухом остатке получается такая же топовая материнская плата, поддерживать 4 плашки ОЗУ DDR5. Кто-то сомневался? Также и PCI Express 5-го поколения на 16 для подключения всего самого топового. Ну и помощники послабее в лице 4-пиновых PCI Express 3 и 4 гена. Плюс практически аналогична система питания 8 плюс 8 плюс 1 плюс 1 с хорошим охлаждением горячих зон и проработанными конденсаторами-дросселями. Поэтому на базе этой материнки можно собрать такую же крутую сборку на топовом i9 в разгоне. Быстрое ЗУ, кучей памяти, встроенным Wi-Fi и Bluetooth, и даже с 2 видеокартами. Все это материнка переварит и даже не поперхнется, стабильно отрабатывая без перегревов. В общем, достойный и надежный компонент для сборки за несколько сотен тысяч для человека, которому нужно выжать максимум для работы с рендерингом, графикой, проектированием и геймингом в 4К. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.